Всем привет, Всем дорогие привет. друзья! С вами канал Рукой Подать. Мы вернулись из поездки в Питер, в Санкт-Петербург, и хотим с вами поделиться впечатлениями, ощущениями, какими-то бытовыми деталями о том, как мы провели эти 4 дня. У нас было 4 полных дня, ну, соответственно, это можно взять для примера того, как несколько дней провести в этом городе. Во-первых, я был в Питере первый раз. Мне город понравился, зашел сразу. Мы приехали рано утром на поезде из Москвы и пошли гулять по Невскому. Зашли на Дворцовую площадь, которая в это время была еще безлюдной. Очень впечатлен я был и масштабом, и красотой, и гармонией. Ну и действительно, Питер не похож ни на один из других русских городов. Очень своеобразен, да, атмосферен, другая. и он какой-то не такой. Я не был где-то в Европе, но, наверное, да, это город больше похожий на европейские города, как я их себе представляю. Ну, я была в Питере достаточное количество раз, ну, наверное, 7 или 8. Но, тем не менее, этот город остается одним из самых моих любимых, и я каждый раз возвращаюсь туда с большим удовольствием. Путешествовали мы, ну, вы если смотрели наши предыдущие выпуски, то вы видели, что мы путешествовали втроем с ребенком. А если не смотрели, то обязательно смотрите. В плейлисте будут все выпуски, они уже все вышли, соответственно, это будет завершающие, как бы подводящие итоги. Алексей правильно начал о том, что мы приехали рано, на поезде, рано утром, в 7 утра, и, соответственно, первое, что мы сделали, это, да, мы пошли на Дворцовую площадь. Я знала этот лайфхак, потому что однажды я была на ночной экскурсии по Питеру, и Дворцовая площадь и Атланты были финальным завершением этой экскурсии, мы были там на рассвете. Поэтому я знала, что именно на рассвете Дворцовая площадь будет пустая и будет выглядеть прекрасно, и, соответственно, по моей инициативе мы туда и пришли вот в это раннее время, там, в 8 часу утра. Действительно очень масштабно, действительно очень красиво. И, ну, великолепно. Это вот стоит обязательно сделать. Наверное, даже стоит разик встать, да, с утра, чтобы, ну, посмотреть. Наверное, для любого места в Питере. Вообще всегда нужно вставать с утра. Не только для Питера. Немножко расскажу про дорогу, про то, как мы добирались. Вы видели в наших предыдущих выпусках, что мы из Нижнего Новгорода добирались до Питера через Москву и останавливались, собственно, в Москве на целый день, проводя его там, ну, собственно, с какими-то другими мероприятиями. Это было сделано намеренно в рамках, ну, так сказать, разумного расходования бюджета, потому что, ну, по непонятным мне причинам, я не буду комментировать, но билет, например, на ночной поезд прямой из Нижнего Новгорода до Питера, который очень удобно идет ночью, он стоит 6500 рублей. При этом ночной поезд из Москвы до Санкт-Петербурга стоит меньше 2000 рублей, я говорю про купейные билеты, и поезд дневной, типа «Ласточки», там, Стрижа, Нижний Новгород, Москва, стоит, там, если брать заранее, порядка 700 рублей. Ну, то есть мы сэкономили достаточно большую сумму, и я считаю это очень разумным. А провести полдня или там чуть больше в Москве всегда, ну, как бы достаточно интересная тема, и есть на что ее потратить. Об этом мы тоже отдельно расскажем. По размещению я забронировал на букинге квартиру, апартаменты. Квартира находится в новом жилом комплексе. Жилой комплекс называется «Царская столица». Такой современный, достаточно чистый, ухоженный, я бы даже сказал, в некоторых местах. Дома, закрытые дворы, консьерж, домофоны. Пройти как бы посторонние туда не могут. Очень чисто, да, хорошая инфраструктура, там и да. Супермаркеты, и аптека. Зона отдыха. Зона отдыха. Квартира тоже неплохая. Ну, немножко, как сказать, было бы быть в ней почище. Вот, но я уже, как сказать, снимая апартаменты, понимая, что такого уровня, как сказать, чистоты и сервиса, как, я не знаю, там в Шератоне уже, ну, не будет. Ну, и цены Нет, другие. но там очень чисто, с учетом того, что это абсолютно новая квартира. Ну, понятно, что она остается, но она новая, и там как бы нет застарелой грязи, но есть то, что на месте там, так, обычно евродушка с хорошим качеством. Самое главное, что я на 4 ночи эту квартиру снял за... 3. Да, на 3. У нас 4 полных дня и 3 ночи. Да, на 3 ночи я эту квартиру снял за 10 тысяч рублей. От вокзала она находится где-то в 5-7 минутах ходьбы. Ну, быстрой такой ходьбы. Быстрой ходьбы 7-8 вот, минут, да. На самом деле, да. Вот. Ну, нас она в целом устраивала. Соответственно, если ты приходишь на вокзал, и сразу же метро, и вся транспортная сеть тебе уже доступна. Да. Никаким транспортом от вокзала до места локации мы не пользовались ни разу. То есть освоили этот маршрут. Ну, там не особо и ходит. Есть все, там микроволновка. Ну, это евро-двушка это называется, да.
Надо отдельно отметить, по именно нашему визиту в Питер, нам очень повезло с погодой. И хотя это лето такое, ну, мокрое и гнилое, в общем-то, в средней полосе. Ну, в Питере до того, как мы приехали, тоже была плохая погода, то, соответственно, именно на наши 4 полных дня нам очень повезло с погодой. Погода была отличная. Единственное место, где нас, так сказать, выгнал дождь, это был Петергоф. Ну и то мы приехали, почти все посмотрели, и потом уже начался дождь, ну, наверное, за полчаса до того, как мы начали там собираться. Ну, а так в Питере каждый день дождь идет. Да, постоянно нужно иметь смену, ну, как сказать, накидку какой-то, зонт. Ну, лучше какой-то вот там плащ, куртку. Ну, особенно для ребенка, потому что часто очень что-то меняется. И даже жарко. Нет, на самом деле мы захватили такие вот именно питерские моменты. Во-первых, когда мы пошли на теплоходике по Неве, вспомни, как поменялась погода. Ну, да. Вот было вот так вот, как сейчас, и вдруг ты дышь, и, значит, ну, сильный очень шквалистый ветер, и не спасали никакие пледы, и пошел дождь, и все ушли с верхней палубы. В итоге мы сидели вдвоем. Втроем, Марик тоже был с нами, мы сидели втроем вообще, не на палубе, но как бы было ощущение, что он скоро закончится, и не хотелось терять вот этих видов. Но он скоро и смотреть из закончился, стекла. И он действительно скоро закончился, да, и когда мы уже выходили, все уже выползли снова. Ну да, если про прогулку говорить по Неве, ну, она такая достаточно как бы стандартная, чуть больше часа. Вот, купили мы ее очень недорого. Вот те зазывалы, которые продают билеты на экскурсии, они продают там по 600, по 700, а то и больше рублей. Вот, мы купили на Биглионе за 350 рублей один билет, в итоге потратили чуть больше 1000 на, фактически на 1000 на 3 билета, билета. Да. Живого экскурсовода нет, запись идет, но она всегда к месту. Ну, то есть выверен маршрут, да. и можно все места посмотреть. Да. Для того, что мы путешествовали с ребенком, такой вот часовой экскурсии, там, ну, час, наверное, чуть больше, ровно час, наверное, да, потому что следующие они по часам отправлялись 13-14, там, и так далее. Еще было достаточно. Я очень рад, что есть экскурсии с автоинформаторами, с автогидами, потому что иногда, ну, со мной лично бывает то, что, как сказать, тупые комментарии живых гидов иногда раздражают. Ну да, тут все было, конечно, выстроено достаточно профессионально. Вот. Ну, надо сразу сказать, что мы минимальным образом пользовались экскурсиями в Санкт-Петербурге и много где добирались сами, смотрели сами достопримечательности. И, соответственно, мы не платили за гидов нигде. Да, кроме, ну, как теплоход. У нас не было своего теплохода, катера своего не было, и яхты нет до сих пор. В общем, мы там, да, платили за экскурсию. Соответственно, формат отдыха может быть выбран любой, и многие любят организованные экскурсии. Но стоимость поездки, они, конечно, значительно увеличивают. Вот я прихватила, там везде раздают какие-то там вот эти вот рекламки. Ну, соответственно, обзорная экскурсия на Петропавловскую крепость, куда мы добрались на метро. 900 рублей взрослый билет, школьники 700, дошкольники 400. Обзорная экскурсия, взрослый билет 600 рублей. Ну, в общем, вот так вот все стоит. Легенда Петербурга и тайный Эрмитаж с посещением Эрмитажа 1800. Храм Петербурга 1000. Екатерининский дворец плюс парк в Пушкин 2500 на взрослого. Петергоф, куда мы также съездили, ну, за очень маленькие деньги, да, на электричке. Петергоф 2500 взрослый, школьники 1900, дошкольники 900. В общем-то, очень много. А Петергоф фонтаны плюс парк без захода в дворец 1500. Вот. Ну, в общем, достаточно дорого. И всегда есть, если вам не нужно... Счет на 1000. Так сказать, не нужен экскурсовод и не нужны комментарии, которые там могут быть не всегда уместны, и уровень подготовки экскурсоводов, он везде разный, да. Вот, и вот эта вот организованная толпа, когда на тебя покрикивают, ну, и самое главное, если есть возможность сэкономить, то езжайте самостоятельно, вот, возьмите путеводитель, или сейчас есть возможность даже по многим местам скачать аудиогиды в интернете. Лучше воспользоваться, на мой взгляд, этим вариантом, чем бегать за человеком с флажком. Давай расскажем с тобой о том, какие места мы посетили, собственно, что мы в Санкт-Петербурге видели, и что можно, собственно, посмотреть в этом городе за несколько дней. Сразу говорю, что мы очень любим пешие прогулки, и ходили мы крайне много. Крайне много, но это порядка 20 минимум километров в день, если вот смотреть по трекерам.
ребенок ходил с нами, он с нами ходит. И Припрыжку. да, и это нужно учитывать. Не все любят такой формат, но тем не менее, как бы 20-25 километров пройти за день, это для нас, ну, некая норма. Хотя по итогам 4 дней, честно сказать, я вымоталась, потому что все 4 дня были плотные. Я люблю ходить, но иногда Любишь лежать. лежать. Но недолго. Вот. В общем, как мы уже сказали, в первое утро, сойдя с поезда, мы в первую очередь посетили Дворцовую площадь. Мы оставили чемодан в камере хранения, у нас был с собой чемодан и рюкзак, мы оставили это все в камере хранения, там прекрасные автоматические камеры хранения на вокзале московском. 450 рублей, по-моему, стоит, да, сутки. 450 рублей стоит сутки, да, до заселения у нас еще было время, мы скинули там чемоданы и пошли сразу же по Невскому и на Дворцовую площадь. Вот. Ну, кадры вы сейчас видите на экране, очень все красиво, великолепно, очень удачно мы ее посетили до прихода китайских друзей, ну и, собственно, прочих организованных групп. Дальше мы прошлись по Александровскому саду, да, в это же утро мы прошлись по Александровскому саду. В Питере, как вы знаете, очень много парков и садов, в которых прекрасно гулять, если есть на это время, на неспешный какой-то такой вот отдых. Вот, мы прошлись по Александровскому саду и дошли до Исаакиевского собора. Да. Исаакиевский собор, этот день был среда, и он был закрыт, сам музей, для посещения. Среда – это день, когда храмы, во всяком случае, не работают. То есть Казанский собор, Исаакиевский собор и храм Спаса на Крови не работают по средам. Поэтому мы Исаакиевский собор осмотрели извне и поднялись на колоннаду. На колоннаду доступ всегда как бы организован. 200 рублей, по-моему, стоит билет. Да, 200 рублей. Мы поднялись и тут же могли обозревать Санкт-Петербург с высоты. Очень классно. Да, очень красиво. А потом пошли к Медному всаднику. Да, мы зашли к Медному всаднику. И после этого нам позвонила хозяйка. Что нам можно заселяться. Да. Это было около 11 утра. Мы, соответственно, заселились в нашу квартиру. Во второй половине дня мы гуляли по Невскому. Второй половине дня мы гуляли по Невскому. Весь день потратили на прогулку по Невскому. Вернее, всю вторую половину дня мы прошли его фактически туда-обратно. Во второй день мы отправились на речную прогулку. Вот уже кратенько мы о ней рассказали. И на домик Петра посмотрели, на дворец Павла Первого, и Чижика-Пыжика видели с воды. Все. И мосты выглядят очень красиво именно с воды. Нева такая как бы широкая, величественная река. После речной прогулки мы пошли в Петропавловскую крепость. Ну, что касается Петропавловской крепости, то есть саму крепость можно осмотреть бесплатно. Да, можно там погулять, там такая парковая зона, ну, понятно, исторические здания, высокий этот шпиль, все красиво, все прекрасно. Что касается там различной экскурсионки, ее там очень много, но заход в каждый музей на человека стоит там порядка 350-400 рублей, где-то вот там от 300 до 400 рублей. Если вы хотите пройтись по музеям, наверное, надо какую-то экскурсионную программу комплексную. Ну да, мы не ходили, не все дети как бы выдерживают. Ну, у нас и по формату, и по времени, если бы мы стали там ходить в длинную экскурсию, у нас бы не хватило времени. Я думаю, что они там не длинные, но я здесь вот считаю, что они как бы очень дорогие. То есть, если ты приезжаешь в Петропавловскую крепость и берешь одну, другую, третью, их там просто на каждом этапе не предлагается подняться на стену, экскурсионная типа программы, хотя ты просто поднимаешься по разным историческим личностям, посвященные тоже отдельной темы, отдельные павильоны, и все за все это как бы там за троих ты платишь 1000-1200. Ну, нет, если настолько интересен этот материал, то да, ну, наверное, того стоит. Третий день мы поехали в Петергоф. Ну, понятно, что Петергоф является тем местом, которое обязательно надо посетить в Санкт-Петербурге. Из транспортных средств нами была выбрана электричка, ну, по ряду соображений. Можно добраться на автобусе, можно добраться на Метеоре, можно добраться электричкой. Что касается автобуса, если бы не укачивал ребенка, может быть, мы бы и выбрали этот вариант, но у нас он плохо переносит автобус. Вот. И этот вариант очень дешевый, как бы добраться на автобусе. Что касается электрички, способ выбран нами, во-первых, он самый безопасный в плане там влияние на вестибулярный аппарат. Во-вторых, он дешевый, билет туда-обратно на троих 360 рублей. Да. Вы, соответственно, доезжаете до станции Новый Петергоф или Старый Петергоф, идти там примерно одинаково от станции. Минут 20 нужно будет пройти по прекрасной парковой зоне. Да. По прекрасной парковой зоне, при хорошей погоде, чудесной. Там прям идешь через надо Александрийский парк, этот способ. Все очень красиво, чистенько. Ну да, это прям парк. До Нижнего
парка. Ну, Прям с удовольствие. удовольствием, да, очень красиво, очень чудесный воздух, и вот мы были утром, соответственно, ну как утром, часов в 10, да, свежий запах такой вот листвы. Что касается метеора, ну, это интересный, но уже более дорогой способ. 750 рублей стоит взрослый билет, насколько я помню, да, и 450 детский. Ну, соответственно, если там в одну сторону, в две стороны, вот можно считать, а так, ну, достаточно популярное тоже транспортное средство. Да, и быстро, и интересно. Быстро и интересно, но, опять же, еще бы не укачивало, потому что есть такой риск. Давай расскажем про Петергоф. В Петергофе, конечно, классно. Эти фонтаны достаточно масштабные. Ведь оказывается, что все эти фонтаны используют только естественный напор, да, никаких насосов там нет. И вот те огромные струи воды, все вот эти вот эффекты, которые там наблюдаешь, да, когда идешь, это все под действием гравитации только, нет там никаких насосов. А так, конечно, очень красиво, действительно, русские императоры жили неплохо. Вот, я думаю, что многих впечатляла эта красота, этот масштаб и та гармония, элегантность, да, которая присутствует в этих парках. Единственное, что нам немножко дождик помешал дойти до конца вот этого нижнего парка, но, наверное, 80% того, что можно там увидеть, мы увидели. В само здание тоже дворца мы не ходили. Но мы все вот эти вот музейные эксперименты мы совершим чуть позже, когда ребенок сможет действительно усваивать какой-то материал и не портить ни нам, ни людям экскурсию. В парке, кстати, хороший очень ландшафтный дизайн, и там очень много белочек, и белочки ручные, и они с удовольствием идут за орешками, спускаются прям к руке. Кстати, по Питеру мы перемещались в основном на метро, мы тоже много куда. Нет, в основном, конечно, пешком, но в тех случаях, когда нам нужно было куда-то съездить далеко, мы ездили на метро. Карту мы купили подорожник, ее можно пополнить на определенное количество дней, там, смотря сколько вы присутствуете в Питере, соответственно, для нас это было 4 дня. Это стоило 410 рублей, насколько я помню, на человека, на каждую карточку, и она, соответственно, безлимитная. На метро ее можно использовать, на автобусе и на троллейбусе. Перед тем, как уехать из города, ее можно сдать на кассе и получить там 60 рублей залога. Дальше, во второй половине дня, о котором идет речь, мы с тобой поехали в Лахта-центр. Да. Причем Марик нам подсказал эту тему. Посмотреть на вот это вот строящееся здание, которое уже как бы контуром-то оно уже готово, и там еще какие-то строительные работы вокруг него. Для тех, кто не знает, напомню, что Лахта-центр это строящийся в Санкт-Петербурге очень высокое здание, но будет самым высоким в России и самым высоким в Европе зданием. На самом деле для меня вот именно эта поездка была неожиданным новым Санкт-Петербургом, которого я еще до этого не видела, потому что обычно там приезжая, в какие-то там деловые в основном поездки, я осматривала город, соответственно, это был центр, соответственно, это были там храмы, какие-то там культурные сооружения, а в данном случае вдруг мы выехали на конечную станцию метро, да, и, соответственно, посмотрели некий такой современный вид Питера, и там чудесный вид вот на эту башню, шикарный вид на Финский залив, вот этот вот там красивый мост с опорами, я не знаю, как называются правильно эти опоры, да, в общем, красивый мост, подвесной, да, новый стадион, и прям все так шикарно сделано, такая прогулочная зона чудесная, новые дома современные. Два огромных торговых центра, фонтаны. В общем, это приятно. Да, современный Питер, отличный от того, что я привыкла видеть. Не какие-то там старые здания, не какие-то там колодезные дворы, не прекрасная архитектура, а что-то современное, очень масштабное, очень красивое. На море побывали, опять же. Как в Финском заливе. Да. Балтийское морюшко. Но все равно считается. Последний день нашего пребывания в Санкт-Петербурге мы посетили Исааковский собор. Зашли, соответственно, в него внутрь, смотрели там всю обстановку, мне очень понравилось. Я была когда-то в юности, мне было лет 16, но я помню ощущение масштаба, да, но не помнила, конечно, этих всех деталей. Очень красиво, очень красиво. До этого же мы были еще в храме Спаса на Крови, я даже не помню, в какой день. Другая там роспись, в храме Спаса на Крови стиль более барочный, да, он же построен был в конце уже, во второй половине 19 века, когда вот этот вот русский стиль, там, в стиле Васнецова все расписано, очень красиво тоже, и очень,
трогает за душу, на самом деле, эта роспись. Вот очень вот этот вот трагизм весь передается даже в той росписи, в тех фресках, которые там есть. Вот. А в Исаакиевском соборе такая строгая торжественность, очень тоже такой в европейском стиле расписан, масштабный очень. Вот. И в Исаакиевском соборе я не заметил, чтобы в храме Спаса на Крови был предел действующий. В Исаакиевском соборе есть действующий православный предел, то есть вы можете там пойти и даже поставить свечку, если хотите. Да. Стоит и тот, и другой храм 350 рублей на взрослого человека. В Исааковском соборе еще и предлагали экскурсию в рамках этих же денег, то есть можно было дождаться сбора группы и пройти экскурсионно. Дальше в наш последний день мы в летний сад сходили, тоже очень красивый парк. Наверное, одно из знаковых мест в Санкт-Петербурге, да, которое Смотрели всем там известно. домик Петра, который видели с воды до этого. Прошлись там по набережной. Дворец Павла Первого. Фонтаны очень красивые. Да. Очень много народу гуляет. А далее мы посетили единственный музей, который мы себе запланировали заранее и осознанно его выбрали. Мы выбрали посетить зоологический музей. Да. Про зоологический музей тоже хочу отдельно сказать, потому что это также для меня новые впечатления о Санкт-Петербурге. Это просто бомба, а не музей, я не знаю, как еще сказать. Это колоссальное что-то. Я никогда не видела ничего такого масштабного, хотя каждый там был в каких-то там краеведческих музеях в своих городах, и в каких-то там прочих музеях. Но это вот что-то просто невероятное. Во-первых, там настолько все старинное само по себе, начиная от здания, в которое ты входишь, и очень старые экспонаты, лошадь Петра Первого в самом начале. 18-19 века. Они сами по себе уже увлекался этой темой, он любил там всех, как сказать, набивать чучело из... Экспонаты сами по себе очень старинные, они сами по себе уже экспонаты. То есть они не только там зоологическую какую-то ценность представляют, но и представляют историческую ценность, да, потому что это 19-18 век. Многих животных уже и в природе нет тех, совершенно верно, там, да, которые там представлены. Но все сохранено в очень хорошем состоянии. Конечно, видно, что это все там не новое, не первый год, но это потом просто опять же даже туда можно сходить для того, чтобы посмотреть на тех мамонтов, которые сохранились в вечной мерзлоте. Вот, и скелеты мамонтов есть почти полные. И самый, конечно, масштабный экспонат – это скелет синего кита. Скелет синего кита вообще невероятный какой-то скелет синего кита. Ну и, собственно, все экспонаты. Нет такого, чтобы меня там что-то не поразило там от каких-то там мелких зверьков, которых можно до бесконечности рассматривать. И зверьки, и птицы, до действительно каких-то масштабных экспонатов, слонов, китов, огромных рыб. И все это в этой исторической обстановке. В общем, изумительно, изумительно, очень интересный музей. Это был наш последний день в Санкт-Петербурге. И дальше мы добирались ночным поездом до Москвы. Что интересно и, как сказать, некоторым образом забавно и интересно детям. Двухэтажный поезд. В этот раз у нас было купе на втором этаже. Кстати, вполне комфортабельно. Прикольно. Мне все равно понравилось, что двухэтажный. Это как-то так, удивительно немножко. Не везде курсируют эти двухэтажные поезда. Вот в моей жизни там первый раз был, например, такой поезд. И, все равно классно, как-то такое что-то новое. Да. Но по комфорту он ничем не уступает обычному поезду. Касательно того, где мы обедали, какие заведения мы посетили в Санкт-Петербурге. Мы как-то... не делали на этом акцент на самом деле. Спонтанно к этому всему подходили. Больше всего нам понравилась такая сетевая кафешка. Она такая итальяна, которая называется. Там недорого, очень вкусно, разнообразная, в основном итальянская еда. Вот. С ребенком итальянская еда, кстати, почти всегда прокатывают. Карбонара, пицца, паста, в общем, все это естся российскими детьми нормально, без капризов, в отличие от разной азиатчины и прочих каких-то изысков. Вот. На самом деле у нас был очень классный завтрак в первый наш день в столовой, что ли, она называется. Да, она самая ближняя к набережной. Она рядом с Александровским садом. Да. Она рядом с Дворцовой площадью, Александровским садом. И там эти были открытые окна в пол.
То есть мы сидели прямо с видом на Невский, и вот у нас был такой завтрак в первый Ели день, он сырники. прямо зашел, Да. этот завтрак, такой вот с видом на Невский. Ну, самое прикольное место, которое мы посетили, это знаменитая питерская пышечная. Точно. Она очень-очень-очень советская, там даже салфеток нет, а вот такие вот Серенькая бумажка лежит, да. нарезанная Нет ножницами. терминала, вот, и все, видимо, как бы они, ну, намеренно, не намеренно, я не знаю, сохраняют, ну, наверное, уже теперь намеренно сохраняют в том виде, в котором это было. В советские времена пышки вкусные, очень масляные и сладкие, вот. 15 рублей стоит пышечка. Кофе там из ведерка. Кофе доливаете половничком из ведерка, как раньше в столовой делалось, да, чудесно просто. И кофе стоит 30 рублей. Но это все вкусно, потому что это все, ну, во-первых, вкусно, а во-вторых, пропитано каким-то таким вот действительно духом, как вот раньше ты как будто в детстве, ну, приходишь и, да, там берешь Ну, вот эти да, мы шли туда, булочки. полагая, что это чисто туристическое место, оказывается, вот мы там пообщались с девушкой, которая живет в Санкт-Петербурге, да, и ходит туда, потому с что они детства. с детства Ну ходили да, в эту потому что пышечку. да, вот такая живая атмосфера, Ну, но опять же, это очень прикольно. Очень атмосферно. Это очень прикольно и очень трогательно как-то, очень такая она хорошая. Вот, ну, в общем, вот так мы провели 4 полных дня. Достаточно они были у нас насыщенными. Много, конечно, нас сосредотачивалось вокруг Невского проспекта, ну, что естественно, да. И много, собственно, мы его проходили Ну, Невский туда-сюда и проспект обратно. прикольный. Невский проспект, да, отдельная тема. Там идешь, и каждое, собственно, здание, оно удивительное, и каждое место, оно историческое, и мосты, и скульптуры. Все это здесь вот прям перед тобой в живом виде, это, конечно, очень классно. Ну, Невский проспект, да, отдельная тема. Вот, 4 полных дня мы вот таким образом провели, собственно, хороший у нас получился отдых, я считаю, очень насыщенный, много Да. чего И в посмотрели. Москве мы погуляли хорошо. В первый день, когда приехали. Ну да, у нас было 2 раза по полдня в Москве. Да. В первый день, когда приехали, мы пошли, посмотрели на парк Зарядье, не были там до этого времени, и ходили в экспериментариум, такой детский музей. Он не сказать бы, что уж какой-то вау-эффект, там, ну, детям интересно, он скорее для детей, там различные там Ну, различные физические и природные явления, да, природные явления, которые показаны в в наглядной экспонатах, такой да. интересной форме. Что детям прикольно, представлены. можно все трогать, все Ну, там и нужно заводить, всё трогать, щупать, да, все трогать, ну, потому что там такая тема все равно познавательная, с нее можно сделать какие-то выводы по этим процессам. Ну, парк Зарядье сам по себе, конечно, прекрасен. Мы действительно в него как-то раньше не заходили, хотя тоже многократно бывали в Москве. В этот раз зашли и очень приятно погуляли. Ну, я так понимаю, это одно из излюбленных мест, как москвичей, как уже и гостей Не столицы. знаю, сходят ли москвичи в парк Зарядье, ну, туристов. А мне кажется, там гуляют, да, с детишками именно москвичи. Ну и, соответственно, консольный вот этот мост очень интересный. Прикольно, да. А на обратном пути у нас также было полдня в Москве. И мы посетили мельком ВДНХ. Такая классическая тема, всегда да, безотказная, красиво. Прогулялись и зашли в павильон «Космос». Там открылась новая экспозиция. Да, в апреле 2019 года, совсем недавно, открылась новая экспозиция. Потому что на самом деле очень классно, очень классно. Это 34-й павильон на выставке ВДНХ. Очень все новое, очень все современное. Это просто, ну, как бы на много часов можно там зависнуть, особенно если ты интересуешься темой. Крайне много интерактива, все это, соответственно, уже мультимедийно, все это вокруг тебя там сверкает, блещет, и все это, как бы, вся познавательная тема на многих экранах там высвечивается в любых ракурсах, то есть все чувства, я не знаю, все, сколько у нас там, 5, все задействовано, визуализация, все. Макет станции «Мир», да, и можно зайти посмотреть внутрь, можно посидеть за пультом станции управления полетами, центра управления полетами. Ну и, в общем, очень много чего сделать, даже вот просто тут не опишешь все эти макеты. В общем, мне очень понравилось, на самом деле, это тоже из той поездки, которую совершили, для меня новое очень впечатление. Вот, в общем, вот таким образом, друзья, мы провели наш отпуск. Будем рады, если какие-то наши советы будут вами использованы в том или ином разрезе. Будем рады, если вы поделитесь с нами своих впечатлениях в комментариях к этому видео или зададите нам какие-то вопросы, на которые мы, конечно же, готовы ответить.
Спасибо вам, что вы подписаны на канал «Рукой подать». А кто не подписан, пожалуйста, подпишитесь. Поставьте лайк за это видео, если оно вам понравилось или было чем-то полезным. И до новых встреч в наших новых видео о путешествиях и не только. С вами канал «Рукой подать». Всем пока! Пока!